Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Именно так я охарактеризую мощное надувание щек нашей украинской стороны по поводу атаки на парад Победобесия в Москве. Много разговоров, поднимание брови, многозначительных намеков, откровенных нахрюков и даже расчехление крепкого орешника в РФ и заявлений решительного мадяра в зоне ЮА. Все, кроме жителей Киева и Москвы, были решительно настроены обменяться ракетно-дроновыми ударами вплоть до применения тактического ядерного оружия. Потому что, когда наши дроны прорвутся на Красную площадь, одичалые увидят, какое ничтожество старик Кабаев, и восстанут от гнета КГБ и отдадут нам Крым и уйдут с нашей территории аж до границ 1991 года. Я бы сказал, что это классический план потужности, который всегда разгоняется у нас в соцсетях и медиа в моменты даже минимального превосходства над врагом. Это ошибка. Хотя посмотреть на пунцовую морду туалетного ёршика империи было приятно. В отличие от большинства, я не в восторге от новой миниатюры нашего капитана КВН, который издал реальный указ, где разрешает Кремлю провести парад в Москве. Это не юмор, это буфонада, и у нее есть своя цена. О ней позже, а пока обсудим, как мы достигли возможного трехдневного перемирия. Все просто, как ВЛК в ТЦК. Кабаев связался с Лунтиком и высказал свои пожелания. Просил или приказывал, мы не знаем, но дед Лунтик всхрапнул и взял под козырек. Пожелания Пенни довели до ведома Зеленского. И президент, вместо того, чтобы дать приказ бить по вражеской экономике и ВПК, устраивает перформанс с указом. Мы больше не разбираем Кремль, мы даем возможность провести парады по всей Лаптиканде. То есть случается именно то, что и сказал старик Кабаев. Лаптиканде не надо договариваться с Украиной, достаточно было позвонить в Вашингтон. Дальше началась антреприза силами 95-го квартала. People схавал, на то и был расчет. Еще замечу, что все наши победные фанфары, бой барабанов и воодушевление народных масс никак не отразились на мобилизации. Очередей под военкоматами как не было, так и нет. А облавы в столице стали уже привычной частью ландшафта. Это очень странно, ведь одичалые гнутся, у них везде провалы, они ни на что не способны. Правда? Ну давайте спросим в Олежка, в Краматорске, посмотрите на картах Дипстейта, как обстоят дела с обороной Покровска. Возможно, вы должны отдавать себе отчет, что у телемарафона и позитивного блогерства есть и обратная, темная сторона. Люди начинают думать и верить, что мы в шаге от победы над врагом и развала России. Это не совсем так. Враг силен и коварен. Враг наступает. Да, криво и косо. Да, с большими потерями. Но он продвигается на Донбассе. Не сладко на запорожском направлении и под Сумами. Сам президент уже несколько раз заявлял о том, что у нас истощены запасы ПВО. И скоро крылатые и баллистические ракеты мы будем сбивать постами Михаила Подоляка и Вовы Петрова. Если вы не в курсе, их эффективность в качестве ПВО, как у препаратов, которые принимает Медведев от алкоголизма. Ну то есть ноль. В стране у нас нехватка рабочих рук. Люди продолжают выезжать из страны. Эпидемия СЗЧ в ЗСУ продолжается. И там умопомрачительные цифры. Неплохо, чтобы Иванов и Подоляк их озвучили и прокомментировали. Страну у нас сотрясает коррупционный скандал. След тянется на самый верх, и только нерешительность САП и НАБУ не дают возможности выяснить, кем же является четвертый владелец особняка в кооперативе «Династия» по имени Вова. Это не раскрытая тайна. Она скоро станет в один ряд с загадками пирамид, Стоунхенджа, вымирания динозавров и содержимого чемоданчика Путина. Впору вызывать Эркюля Пуаро, Шерлока Холмса, комиссара Мегре, а лучше сразу участкового милиционера Анискина. Дело-то крайне запутанное. В общем, итоги подведем. Нам запретили или помешали продемонстрировать уязвимость империи зла. Мы не ударили по Красной площади и не нанесли сокрушительных репутационных потерь врагу. Возможно, мы и не могли, уже не узнаем. Также мы не воспользовались ослаблением ПВО Лаптиканды и не нанесли физического урона их ВПК и войскам. Такова суровая правда на данный момент. Возможно, у нас есть план в плане, секретный замысел Генштаба, помноженный на коварство Офиса простых решений, и 12 мая мы увидим, как вспыхнет вся Россия, а Туапсе выйдет на орбиту Юпитера, но что-то сильно сомневаюсь. Особенно после заявления президента, который сообщил, что обмен тысячи военнопленных гораздо важнее, чем сгоревшая Красная площадь. Что касается указа президента, то я, например, вот уже неделю жду указа про увольнение Умерова и очень хотел бы увидеть участие президента
в принятии закона про короткоствол и изменения в Уголовном кодексе. А что думаете вы? Может быть, действительно указ нашего президента — это мощный удар, который сломает хребет русской пропаганде, и одичалые увидят, что король не только плешив, но и гол. З чим чорт не шутить? Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проект «Україна в вогні», мене звати Рауль. На этом месте ставим лайки, не забываем про перепосты, не забываем подписаться на проект. В конце жду ваших комментариев. Если хотите помочь проекту более глобально, на YouTube вы увидите все наши реквизиты в описании к видео. На Фейсбуке это будут первые комментарии. Ну и, конечно же, отдельная благодарность нашим спонсорам на Патреоне и на YouTube. А мы продолжаем наш сюжет. Парад в Москве длился 45 минут. Чуть быстрее, чем Путин ходит в свой чемоданчик. На парад диктатор прибыл в сопровождении крахмалопитека и грофюрера Беларуси Александра Лукашенко. Злые языки уже вовсю называют Луку первой леди. Техника на параде отсутствовала, весомые знаковые гости тоже. Поэтому военкорам хором пришлось восхищаться северокорейскими солдатами, которые приняли участие в параде не в традиционных черных пакетах, а в парадной форме. Выглядели непривычно нарядно. Основная дичь, как водится, выплеснулась на региональных парадах и разных шествиях. В Чите на параде Победы прошла колонна жен и матерей солдат СВО. Честно говоря, были похожи на погорелиц из борделя, которые выскакивали из окон в одних ночнушках, а затем бережно прикрылись кителями гостей заведения. Елена Владимировна Константинова, мама гвардии старшего сержанта. Честно говоря, я все ждал, когда они запоют. Я на цепкие веревки привяжу твое тело на огромные канаты своего беспредела. Ну или врубят классику про батяню комбата. От марша будущих вдов подгорел даже благородный испанский идальго Анатолий Шарий. Хамонизированный ватник очень расстроился, что парад в Москве сильно замиксовали с СВО. А это другое. Потому что Сталин в одной паре сапог, а не в Лора Пиано. Потому что СССР переговоров не вел. Потому что для победы и Анатоль под Барселоной за ценой не постоит. А тут стыдобища какая-то. Измельчал антифашист. Богатыри не вы, резюмирует покоритель Дорады и истребитель Сибаса. Но на этом не останавливается и заразно наговаривает на иноагента. Цитата. Вечером еще шаман с коммерческим лицом в кожаных, надеюсь, штанах будет изображать на этом коммерческом лице величественность и петь песни военных лет с Киркоровым каким-то в пилотке. Не знаю, кто там еще будет пафос давить из себя, плевать им на победу и на все прочее. Не чувствуют они ничего. А я съезжу по делам, послушаю в машине золотого парня гениального Магомаева, а вечером посмотрю черно-белого отца солдата, которые смогли снять без популярных ныне в новых фильмах про войну компьютерных дебильных эффектов, так что он не забывается единожды просмотренный. С фильмом Толя прав, фильм прекрасен, снят на Грузияфильм режиссером Резо Чхеидзе, в главной роли Серго Закариадзе. Правда, это никак не спасло Грузию от вторжения в 2008 году со стороны России и потери 20% территории. По мнению Толи и Путина, грузины тоже, блядь, фашисты. Кругом враги, и если бы не Дорадо, то Анатолий бы тоже как бы деды воевали. Но сезон сардин скоро, они сами себя с пивом из строя не съедят и не выпьют. Она хотела даже повеситься, но институт, экзамены, сессия. И это еще Анатолий не видел, как накануне Дмитрий Медведев поехал спеть песню «День Победы» с устрашающими бабищами в розовых пальто, которые были на 2 размера больше, чем самая крупная защитница. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, до сих пор бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали полземли, этот день мы приближали как могли, это день победы. Я хз, что это был за перформанс, но Дмитрию пальтишко вполне пригодилось бы как походный шатер. Жили бы в нем вместе с Анатолием на позициях под Краматорском, пели бы военные песни у буржуйки, возможно, с этими патриотками вместе. Но тут уже не только сезон сардин под угрозой, тут непрерывная борьба с Финляндией на клюкве накрывается. Враг многолик, понимать надо. А вообще печально это все, начиная с младенцев, заканчивая маленькими детьми. Во Второй мировой войне погибло более 26 миллионов человек, а эти полудурки все пытаются повторить. В Афганистане потери СССР составили 18 тысяч человек. Вместе с падением цен на энергоносители это привело к развалу империи.
Потери от агрессии в Украине далеко за миллион, а будут еще больше. Если Лунтик не отменит санкции, 26 год может стать последним для Кабаева и его некроимперии. Дело движется к концу, и он будет трагичным и печальным именно для России. И никакие школьники с автоматами Калашникова вам не помогут. Итак, что будет дальше? Дед Лунтик считает, что перемирие после 11 мая может продолжиться, во что никто кроме него не верит. Дело в том, что Кабаев, наоборот, уверен, у него хватит сил захватить Донбасс. Тем более, что благодаря иранскому кризису, который спровоцировали Лунтик и Биби, Кремль набивает себе карманы нефтедолларами и в этом году может дополнительно заработать 80-100 миллиардов долларов. Этого хватит на войну, но не решить ни одной системной проблемы. То есть финал неизменен – крах и развал империи. Главный вопрос заключается в том, сколько жизней украинских героев еще унесет эта война. А в целом в мире происходит привычная уже ебанина. Фица едет в Москву договариваться про прямые переговоры Зе и Пу. Кубик Рубио, наоборот, закатывает истерику, что США выйдут из переговоров, потому что ничего не выходит. А Трамп излучает уверенность в положительном исходе мирных усилий США. По большому счету, младобабуинам давно хочется сказать, если вы взяли аванс у русских, чтобы Украина подписала капитуляцию, у вас очевидно ничего не вышло. Если хотите выйти из переговоров, просто верните нам ядерное оружие и признайте, что как гарант чьей-то безопасности вы полный ноль. По авансу разбирайтесь сами, нам свои робити. Кстати, тут подъехала свежая статистика. Опубликован глобальный индекс восприятия демократии, который проводится каждый год, и в этот раз было опрошено более 94 тысяч человек в 98 странах мира. И здесь оказалось, что отношение к США в мире заметно ухудшилось, потому что Штаты опустились на 5-е место среди стран с наиболее негативным восприятием в мире. Их показатель снизился с положительного уровня плюс 22 весной 24 до отрицательного минус 16. США ниже России и Китая. Согласно опросу, общее восприятие США в мире стало хуже, чем отношение к России и Китаю. Также США вошли в число стран, наиболее часто называемых респондентами в качестве угрозы для демократии мира, уступая в этом рейтинге только России и Израилю. Особенно негативное отношение к США зафиксировано в Европе, где показатель составляет минус 35 пунктов. А вот самое высокое мнение о США сохраняется, конечно же, в Израиле. Охуеть, кричали гости. Таким образом, топ-5 стран с проблемами в демократии это Израиль, Северная Корея, Афганистан и Иран. Я, правда, не думаю, что в Израиле все так плохо, например, со свободой слова, но видно, что израильская военщина немного всех утомила. Что касается США, таких выдающихся результатов страна достигла всего за 2 последних года. І все ви понимаете, благодаря кому. На цьому все. Ви дивилися проект «Україна в вогні». Пам'ятайте про те, що попри усі негаразди, рано чи пізно, імперію буде зруйновано. Слава Україні!